Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад. Меня зовут Александра. В этом видео я хотела вам предложить поработать со мной. Давайте вместе сделаем вкуснейшие маринованные томаты или помидорчики. Вот тут у меня закрома. Тут у меня крошечные брисколино. И еще к ним в придачу вот это вот брисколино, кстати, если кто не знает. Итальянские маленькие коктейльные помидорчики, которые растут гроздями. Это низкорослый помидор. Я о нем рассказывала, кстати, вот в одном из последних видео. Ну, а вот эти, это будут у нас, вот эти какие красавчики, это венигара. Это высокорослый помидор, он тоже растет веточками. Ну и есть у меня тут несколько экземплярчиков еще вот такой вот лимонного цвета. Это Yellow River. В общем, эту мелочь я приготовила для того, чтобы сделать из них маринованные томаты. Что нам потребуется? Ну, конечно же, потребуется приготовить маринад. Маринад я буду готовить с добавлением уксуса. Но уксуса совершенно небольшое количество. Также добавлю немножко сахара. Обязательно соль. Будет присутствовать из специй. Ну, вообще сразу о маринадах буквально два слова. В маринады, как правило, входят 2-3 ингредиента. Это уксус, соль, ну и, конечно же, вода. А для того, чтобы он приобрел более такой благородный вкус, иногда добавляют сахар. Вот от пропорции этих трех ингредиентов зависит вкус вашего маринада. Ну а теперь давайте со специями разберемся. Кроме соли и сахара, теперь добавим как бы пряные специи. У меня здесь душистый перчик, потом горчица обязательно, зерно горчицы. И здесь перец черный и лавровый лист. Также будут сопутствующие овощи. Из них морковочка, я уже почистила, и красивый лук. И плюс к тому же еще и болгарский перец. Но все это будет, эти вот овощи, они будут совершенно в небольших количествах, буквально по 1-2 лепесточка, по 1-2 кусочка, совершенно чуть-чуть, я бы так сказала. Но перед тем, как уже начать сбор наших помидор в маринаде, вы должны приготовить чистые баночки. Их стерилизовать не обязательно, потому что помидор не стерильный, все это тоже не стерильное, поэтому и банка может просто быть чисто помытой, и этого достаточно. Я буду делать маринованные томаты в баночках емкостью объемом 1 литр. И для этого у меня уже целая коллекция банок. Где-то я рассчитываю сделать 10 литровых банок таких помидорчиков. Ну а теперь давайте сделаем нарезку наших дополнительных овощей. Зачем я использую морковку? Потому что она дает такой вкусный сладкий привкус томатам. И вообще, даже если вы солите томаты, да, если вы их там готовите в солении, то морковка это тоже незаменимый ингредиент. Когда-то моя мамочка всегда использовала такую морковку для того, чтобы дополнить ее вкусом вкус томатов. Морковь дает такой особенный сладкий привкус маринованным и соленым томатом. Режу я вот на небольшие такие кусочки, чтобы они помещались в баночку. И надо немного, где-то 3-4 кусочка на самой поверхности банки. Они обычно располагаются. Ну и в процессе маринования отдадут свой вкус томатам, и будет такой благородный сладкий привкус. Нарежу я морковки немного. Я взяла всего 3 корнеплода. Мне хватит вот на это количество. Тут у меня примерно 4 килограмма томатов, которые я приготовила. Этого будет достаточно из морковки.
Так, морковку подрезала. Теперь подрежем лук. Лук обычно я использую кольцами или полукольцами. Ну, как вам будет удобно. Лука ложу немного, где-то примерно 2-3 колечка на каждую баночку. Лук тоже дает такой вот своеобразный мягкий привкус томатам. Это у меня лук уже этого года. Сильно нарезать не буду, потому что буду плакать сейчас. Хотя это сладкий белый лук. Называется Snowball. Выращивала я его сама. Это лук из этого урожая. Из озимых луков. Ну, пока достаточно для того, чтобы уже начать собирать маринад. Так, соберем сейчас морковку. Ну и еще перчик. Посмотрим. Сейчас почистим перчик. Перца тоже совсем нужно немножко. Он тоже отдаст свой благородный такой привкус болгарского перчика свежим томатом. У меня, посмотрите, какой красавец. Это тоже из сортовых перцев. Называется Антей. Посмотрим. Смотрите, какой красивый. Уже созревший, кстати. Заодно можно собрать и семена. И будет вам 2 в 1. То есть семена я выбрасывать не буду, а сразу положу, пусть они сушатся. Вот так вот я разрежу на 3 небольших лепесточка. И эти лепесточки тоже пойдут в баночку. Ну все, собственно говоря, я все приготовила. Давайте будем собирать теперь наши томаты. Я беру обычно для маринования литровые банки, потому что хочется, чтобы каждый раз, как только продукт будет открыт, чтобы он был сразу же и съеден. На дно баночки положу несколько вот таких колечек лука. Дальше 1-2 перчика. Это был душистый перчик. Теперь положу еще лавровый листочек. 5-6 горошин такого вот горького перца черного. И еще я хотела положить горчичку. Горчички ложу так достаточно много, примерно чайную ложечку. Все, теперь можно собирать дальше помидорчики. Помидорчики буду укладывать сначала те, которые покрупнее, положу на дно. Буду делать такой вот красивый коктейль. Сейчас упакую. А дальше буду наполнять мелкими томатами. Хочу сказать, что томаты в процессе прогревания потом еще уменьшатся. И можно будет даже немножко еще и доложить, я бы так сказала. Ну, это по вашему усмотрению. Баночка с томатами выглядит очень презентабельно, если вы будете использовать несколько цветов томатов. Ну и к тому же, если будете дополнительно вот такие ингредиенты ложить, как морковка, лук и перчик. Ну, конечно, это по желанию. Это не обязательные ингредиенты нашего маринада. Это все по желанию. Я люблю. А вы смотрите, любите, используйте, не любите, ваше дело. Так, теперь мы положим еще несколько. Вот так вот я обычно ложу морковочку на ребрышко. Вот так вот. 3 морковочки положу, ну и 1 маленький перчик. Сейчас вытащу. Можно использовать и зеленый, еще не совсем созревший перец, чтобы это было еще более красиво. Ну вот баночка готова. Вот так она выглядит. Теперь приготовим маринад. Ну для маринада, чтобы его приготовить, то сначала надо эти помидорки пропарить. Горячим кипятком залить прямо сейчас. Вот уже если баночка готова у вас, нужно залить
ее горячим кипятком, чтобы немножко простерилизовать, а дальше уже из этой воды приготовить маринад, что мы с вами и сделаем. Ну что ж, получилось у меня пока что только 9 банок литровых. Ну, помидоры я пока использовала еще не все. С банками у меня уже проблема, потому что слишком много я закрыла. Ну, теперь будем с вами заливать. Буду заливать сначала я, конечно же, не маринадом, а вот таким вот горячим кипятком. Кипяток прям аж кипяток, потому что надо хорошо прогреть перед заливкой маринада и банку, и овощи. Поэтому заливаем пока кипятком. И он должен постоять в баночке примерно 15-20 минут, пока отдаст свое тепло. Затем из этого кипятка мы сделаем маринад. То есть все просто. Кипяток превратим в маринад и закатаем. Кстати, пока я заливаю, там у меня стерилизуются крышки. Потому что, конечно, крышка, она покрыта маслом для того, чтобы не ржавела. И надо ее прокипятить, чтобы она была чистенькой. Ну вот 2 литра кипятка мне хватит примерно на 5 банок томатов. Получается, что на каждую баночку я использую примерно 400-450 грамм или миллилитров чистой воды, горячей. Так, теперь будем закрывать крышечками и ждать, пока оно остынет немножко. Так, я принесла крышки. Вот они. Все, конечно, горячее. Надо работать очень аккуратно, потому что есть риск обжечься. Будьте очень осторожны. Закрою и буду ждать 15-20 минут, пока кипяток отдаст свое тепло овощам. А дальше будем готовить уже маринад. Так, еще тут у меня одна баночка налита. Все, это уже пустая. Так, пока ждем. Ну все, баночки остыли, будем сливать. Эту воду я солью, она уже еле тепленькая, и из нее сделаю маринад. Сливаю просто вот так вот крышечкой. Если есть, то можно использовать просто пластиковую крышку с отверстиями. Ну, это самый простой вариант, как по мне. Все. Теперь я добавлю сюда соль, сахар и уксус. Напишу, из какого расчета я это делаю, пропорцию. И снова залью томаты и сразу закатаю уже в готовом маринаде. В этой кастрюльке у меня 2,5 литра емкость. Вот на эту емкость я и рассчитываю. Ну что ж, приготовим маринад. Это вот слитая водичка со специями. А теперь я приготовлю маринад. Значит, мне нужно для маринада на 2 литра с половиной воды. Тут у меня в этой, это получается вода из 5 баночек. Да, вот еще одна баночка не долила. Значит, я должна взять на 5 этих баночек или 2,5 литра воды 60-70 граммов соли. Ну, я буду брать столовыми ложками. Соль это вот такая большая с горкой. Это примерно 30 граммов. Ну, а вы можете взвесить. 60-70 граммов соли. Вот так вот я положу. Дальше сахар. Сахара надо 160 граммов. В ложке 20-25 граммов. 8 ложек я обычно ложу.
8 ложечек на эту кастрюльку, на 2,5 литра. И уксус. Уксуса мне нужно 80 граммов. В столовой ложке 20 миллилитров. Я положу 4 столовых ложки. Вернее, налью. 1, 2, 3 и 4. Ну, а вы, если хотите, можете все это взвесить на весах. Ну, я уже на глаз знаю, сколько мне нужно использовать того или иного сырья, поэтому для меня это не проблема. Это все я сейчас отправлю на газ, закипячу и потом снова залью баночки и закатаю. Ну что ж, маринад готов, и я буду заливать каждую баночку. Работать надо все так же аккуратно, потому что это кипяток. Ну, опытные хозяйки знают, как себя вести с такими горячими продуктами. После того, как баночка будет укупорена, нужно отправить ее в теплое, вернее так, укутать каким-нибудь теплым таким, то ли одеяльцем, то ли покрывальцем, для того, чтобы подольше сохранялась эта высокая температура в баночке и чтобы стерилизация шла как можно дольше. Я, например, закрываю примерно на сутки. Сейчас закатаю и открою завтра их на следующий день. На следующий день примерно в то же время. Ну что ж, покажу вам уже, наверное, готовые, хотя уже и сейчас видно, как они будут выглядеть. Кстати, не забудьте написать, как вы консервируете помидорчики. Делаете ли вы помидоры в маринаде? Всем пока-пока.